Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале Гвардио, это рубрика «Комментирую игру» моего подписчика. И сегодня у него подписчик под псевдонимом Бонлайн. Ранг Король 2. Какой у него на текущий момент ранг, не знаю. Эта запись у меня, если что, уже несколько дней лежит. Может, даже неделю. Ну, короче, точно не помню, сколько дней у меня лежит эта запись. Но сама суть то, что ранг Король 2. Итак, мне очень интересно, что будет сегодня за билд такой. Я тут вижу, есть шаманчики. И, в принципе, под шаманчиков есть даже классные реликвии. Тут есть аптечка, есть мета. И знаете что? Правильно. Можно заюзать аптечку на 10-м. Кстати, шаманчики. О, интересно. Знаете, обожаю, когда играют люди на шаманах. Почему? Потому что эта сборка самая рандомная из всех, которые только может быть в этой игре. Даже инсектоиды не настолько рандомные, как вот шаманы, потому что ты одновременно можешь божить на шаманах и просто всех разносить и в пух и прах, а можешь одновременно и ничего не сделать, вообще ничего не сделать, потому что тебе будут падать самые бесполезные фигуры, которые только возможны. Возьмет рукавичку? Думает. Но перед тем, как брать рукавичку... правильно, чекает, там есть ли кто-то из суммонеров или нету кто-то из суммонеров. Кстати, прикольно, у него доска. Перед началом боя у него, так знаете, все освещено, а в начале боя все темно становится. Прикольно. Первый раз, кстати, вижу такую вот доску, которая меняет освещение. Так, шаманчик один есть. Орк есть, отлично. В общем, ребят, почему я говорю за рукавичку? Смотрите, надо постоянно чекать и мониторить, кто... кстати, классные реликвии ему упали. Вот, и надо постоянно чекать, смотреть, кто, соответственно, берет суммонера. Если со старта хоть кто-то берет, допустим, там орка-охотника, и у вас выпала перчатка, вот, то вы, соответственно, берете перчатку. Почему? Потому что минус суммон со старта, который, извините, может очень многое зарешать, это прям то, что доктор прописал. Тот же самый Фурион, который пеньков суммонит, минус один пенек со старта, это прям то, что доктор прописал, плюс одна монетка. То есть это экономику повышает и, соответственно, делает вашу уверенность лучше. Кстати, баф людей может собрать здесь. Ему Лина и Цемка упала. Будет покупать, интересно или нет? Или он хочет сыграть через полный лустрик? Я бы на его... А почему не купил? Да не, как по мне, надо было покупать ЦМ-ку и Лину, потому что, может быть, тебе бы упал какой-то Омник, собака, либо же Лего, и ты мог бы поставить себе баф людей со старта. Это очень приятный бонус. Особенно в текущих патчах, когда уровни повысили, то есть требования до следующего уровня повысили, то есть вот сейчас у него, чтобы 5-й апнуть, ему нужно 8 опыта. И дай бог бы ему пришло, кстати, как надо. И, кстати, предмет второго тира поздно взял. У него довольно-таки хорошие предметы на втором тире упали, что арканцы, которые под шаманов идеально смотрятся, потому что ты можешь, допустим, если тебе импреска упала, ты в импреску закидываешь арканцы, и появляются две иллюзии импрески, и, соответственно, сразу 3 пары арканцов юзается. Это очень приятный бонус. Ну, поздно. Надо немножечко быстрее в этом плане подумывать. То есть не так долго задерживать это все. Так, хорошее решение поменять Тусика. Тусика не продает, хочет его 2 звезды сделать. И на самом деле, если он сделает 2 звезды, это будет приятно. Я бы его, кстати, на его месте бы поменял бы вот этого вот тролля шамана и поставил бы вместо ну, вот этого вот тролля. Баф воинов поставил. Тоже, кстати, хорошее такое решение. Кстати, там в комментариях писали, что если вы хотите вернуть старый интерфейс, а не вот этот вот новый, то, соответственно, в настройках заходите, там где-то в настройках можно полазить и, соответственно, поставить себе интерфейс классический, который был до этого. Вот и все. Вот. Ну что, смотрим. Я очень надеюсь, что у него получится реализовать шаманчиков. Кстати, щит второго тира со старта неплохо так его триггерит. Ну, вот, кстати, перчатку не взял, а мог бы вот этого вот кабанчика уже сразу, так скажем, так уничтожить. А так вот 2 кабанчика, видите, засумонилось, потратилось кучу времени. Короче, как по мне, перчатку в 90% случаев лучше брать. Кстати, еще один шаманчик и пандочка пришла. Давай, бери сейчас пандочку, бери сейчас орк. О, давай, выставляй. Сейчас посмотрим, насколько тебя бог рандома любит. Так, кошка, а ну-ка успокойся. У меня тут кошка фоном начала прыгать на все что угодно. Так, ребята, если вы хотите, чтобы я прокомментировал вашу игру, то смотрите, в комментариях закреплено сообщение на ссылку в моем телеграм-канале на конкретную запись. Поэтому, если вы хотите, чтобы я прокомментировал, переходите по этой ссылке, открывается конкретная запись, даже вот у вас в браузере просто откроются все мои требования для того, чтобы я прокомментировал вашу запись. И сразу говорю, проверяйте настройки записи, потому что мне очень много людей скидывают записи, которые без проверенной настройки, все такое. И такой фейспалм получается, когда, допустим, там микрофон постоянно работает, 30 FPS, даже 24 FPS. Это несмотрибельно. И качество записей иногда мне скидывают, которые вот просто в пикселях, вот в квадратиках. Сидишь, думаешь такой, и что мне с этими записями делать?
Я их сразу, если что, бракую и удаляю, потому что я даже такое комментировать не хочу. Но извините меня, это геморройно, это очень даже неприятно глазу. Короче, я думаю, вы все прекрасно понимаете. Вот, поэтому что? Правильно, проверяем запись, проверяем все настройки, скидывай мне ссылочку, и я ее, соответственно, буду комментировать. Все, работаем. Я, кстати, там проводил стрим, по-моему, во вторник, если не ошибаюсь. Да, во вторник проводил стрим. Я там... О, лундруид. Сильные там, конечно, столы у ребят. Короче, я там проводил стрим. И на стриме я комментировал игры моих подписчиков. И вот я в Телеграме и на Ютубе сделал опрос. Поэтому перейдите на него и дайте мне ответ. Насколько было прикольно, насколько это было необычно и интересно. То есть мне нужно услышать ваш фидбэк, чтобы я понимал, стоит ли продолжать такие стримы запускать или не стоит. На стриме мы успели разобрать 3 интересные каточки. Они довольно-таки жесткие были. Ну вот, кстати, ему баф людей пришел. Кстати, сильный стол ему сейчас пришел. Он может взять Омника, может взять Разора. И прям добротный урон у него массовый будет. Омник чистый урон от хилом, плюс от хил. А может, кстати, 4 орков поставить в тупую, у него Джаггер есть. А, тьфу, не может. Все, я подумал, что там не орк-охотник, а Акс. Ладно. Интересно, получится ли у него шаманов реализовать или не получится? Вот в чем вопрос. Не покупает Омника, ну ладно, окей. Не покупает Разора. Ну, в принципе, окей, это нормально. Сейчас надо самое главное, это выжить 10-й раунд, получить аптечку и полностью уйти в максимальный уровень. Вот полностью. Максимальный инкам плюс максимальный уровень и все такое. То есть это будет must-have. Ему бы, конечно, орк-охотник 2 звезды было бы вообще шикарно. Так, Омника купил. Окей. Но он тут не побеждает раунд, я бы на его месте, наверное, продал бы морскую волшебницу, от нее сейчас проку нету, да и в дальнейшем не будет. Не, Омника решил продать. Но я бы на самом деле морскую волшебницу продал. Я бы все-таки, наверное, попытался на его месте поставить баф людей. Типа, если задумка шаманов, то лучше максимально идти в уровень. Кстати, 4 орка ему пришло. Хорошо. На всякий случай я бы жрицу еще взял. Мало ли, все-таки в действительности на 10-м раунде ему сейчас придет аптечка. И будет шок. А, он же Джаггера не купил. Сорян, я просто в мыслях так уже думаю, как я бы поступил. И... Все, проехали. Смотрим дальше. Кстати, ребят, как я уже миллионный раз говорил, мне нужна ваша поддержка, поэтому не забудь сейчас поставить свой лайк и оставить комментарий от 3 слов, чтобы ролик продвинулся в тренды рекомендаций. Все, я в тебя верю, соответственно, если ты еще не подписан на мой YouTube канал, то подписывайся, потому что я хочу достичь 5000 подписчиков, а как говорится, губа не дура, там и до миллиона недалеко. Да-да, цель поставлена, к ней ее надо достичь, получается. Так что все, работаем. С тебя лайк, с меня контент. И на телегу подписывайся. Кто вдруг не знает, ребят, то в телеграм-канале у меня там чат комьюнити есть, где мы все общаемся, делимся своими эмоциями, кто-то собирает даже пати и тому подобное. Короче, много чего интересного там происходит, поэтому если ты еще не подписан, подпишись. Также я там сообщаю, когда у меня стримы, веду свой небольшой личный блог, то есть что у меня там в жизни произошло и тому подобное, делюсь с вами своими эмоциями и тому подобное. Поэтому что? Правильно, тоже подписывайся, не стесняйся. Там скоро 1000 подписчиков соберем. Так, ну ждем. 2 классные реликвии есть. Даже на самом деле шлем Ареса будет прикольная реликвия, но не на старте. Шлем Ареса идеально, чтобы он падал где-то на 20-м раунде, когда у тебя же где-то примерно 8 уровень есть. Чтобы ты мог вот активировать шлем Ареса и просто молиться бога рандома для того, чтобы тебе пришел шаманчик легендарный. 1, 2. Это будет вообще шикардос. Ну, может быть, ему сейчас, конечно, панда на скиллухе вытащит легендарного шаманчика какого-то. Угу. Ну, знаете, как это обычно бывает, то, скорее всего, это будет не шаманчик легендарный, это, скорее всего, будет Акс за 1 монетку. А ну-ка, пишем в комментарии, кому как часто падает какая-то легендарная фигура с панды. Топ ни один не пишет, если что. Ну, кстати, таинственный фруксю неплохой предмет. На самом деле, реликвии у него так себе упали. Ну, типа, рейд ночных зверей. О, кстати, клевер, отлично. Клевер сюда, в пандочку. Сейчас он по-любому держит надежду. Знаете, это отчаянная надежда, что ты хочешь вот получить какую-то фигуру с пандочки. Хотя бы вот, допустим, панду шамана. Да, вот это вот отчаянная надежда. Я бы на его месте, конечно, попробовал все эти реликвии скипнуть. Потому что, ну, мало ли. Все-таки может упасть либо шлем Ареса, либо же может упасть аптечка. И вот аптечка, вот скип. Ой-ой-ой, коса. Ну, так себе, конечно, реликвия, потому что, во-первых, там столы жесткие, во-вторых, он не вывозит. Если бы он вывозил, то коса была бы неплохой, потому что это куча опыта. Но он не вывозит это. Поэтому, ну, такая себе реликвия, короче.
Лучше тогда же сумка Пандамена, но он ее тоже не будет юзать рано, он ее будет юзать, соответственно, поздно. Ну ладно. Пока что терпильный билд. И на самом деле я вот так подумал, что лучше бы уже начинать с лоу-стрика. Ну, с лоу-стрика. Лоу-стрика, хотел сказать. Лоу-стрик. Так, надо посмотреть, что там за столы. Я хочу посмотреть, что там у Грифона такое, почему у него 7 винстрики, что такое у Мифа там. Кстати, по-моему, они немножко интерфейс допилили. Не кажется? По-моему... Не, куда? Верни панду. Панду верни! И клевер верни. Лучше продай эльфийскую волшебницу, она тебе не нужна. Вот было бы намного больше людей с лоу-стриком, можно было бы и косу активировать. Но он тут побеждает, поэтому у него сейчас будет 40 монет. В принципе, у него все хорошо. 78 хп, 40 монет, более-менее стол есть, который... Ай-яй-яй. Пандочка. Ну, в принципе, окей, можно поставить. Чисто повысить себе шанс на выпадение фигуры какой-то. Ну, как повысить? Ему только будет с повышенным шансом приходить пивная панда и, соответственно, вот эта вот панда. Но надо ставить, как по мне. Надо ставить. Надо. Надя, Федя. Фу. Да не, ну оставь панду, у тебя все равно стола сильнее нету. И вместо орка-шамана поставь. Ну, ставь панду. Ну, панду поставь. Панду поставь. Миндальная связь. Активирую свою супер-омега-способность. Сейчас я на него повлияю. Подожди, сейчас. Ну, к сожалению, на этот раунд он не поставил, но я надеюсь, на следующий раунд он 100% поставит. По крайней мере, я уверен, что моя миндальная связь влияет на такие поступки. Тут фулл гоблины баф уже через 3 волшебника. Угу. Усиление есть. Усиление на месте. Отлично. И волшебник, кстати, есть. И уровень можно еще взять сверху. Давай. А, уровень не может. Немножко непривычный интерфейс для меня даже. Уровень он не может взять. Он может чуть-чуть уровня взять. Ну и, в принципе, окей. Нормалек. Сейчас у него, конечно, телефон сядет, потому что там уже красная батарейка. Реально, по-моему, допилили интерфейс, не кажется? А зачем ты ролишь? Для чего ты ролишь? Зачем? Я что-то не понял этого мува сейчас. Зачем ты рольнул? Тебе надо в уровень идти. Если цель играть на шаманах, то, соответственно, ты просто от А до Я идешь в уровень. Ты потерял только что просто 5 монет в никуда. Усиление у тебя есть, более нормальный стол у тебя есть. Я что-то не понял этого мува, конечно. Он, наверное, хочет сделать ранних 6 шаманов, но фиолетовая фигура ему не упадет. Ну, может быть, конечно, упадет, потому что я просто знаю по своей удаче, что это не упадет. Причем 5-й уровень. Там шанс на фиолетовую фигуру 2%, на секундочку. Да зачем? Ставь уже сейчас, чтобы у тебя был бафорк. Да зачем ты рулишь? Теперь... А что, так можно было? А что, так можно было? Отвечаю. Ролился бы это я, мне бы такое не упало. Настолько рано мне бы не упало. Я в шоке немножечко. Мой шок в шоке. Так он тупо сейчас может поставить, да, себе 6 шаманов через волшебников. Все, и дальше идти в уровень. Какие проблемы? Никаких проблем. Просто ставит сейчас... точнее, берет сейчас 6 уровень, ставит себе 6 волшебников. Фу, блин, 6 волшебников. 6 шаманов через 3 волшебника. О, все, давай. 3 волшебника и погнали. Все, панду тоже. Давай отсюда. Орка-охотника тоже. Туда же. А тебе все не надо. Да, вот так, все предметы отдавай сейчас вот этого вот шамана. Да. Только надо расстановку шамана поменять немного, потому что шамана сейчас очень много будет получать в табло. Так, все предметы тоже, давай. Next. Ну быстрее, время, 6 секунд. Ну, тоже более-менее нормальный предмет, только надо чуть поближе, а вот этого вот... Вот, да, отлично. Все, хорошо. Все прекрасно, все замечательно.
Так, селедка 3 звезд, отлично. С МКБ, с посохом 3-го тира, ну, все нормально. На самом деле ему повезло с такими предметами сейчас. Единственное, что он все равно не затащит этот раунд, но все же. О, Мишаня появился. Или затащит. Прикинь, затащит. Реально, походу, затащит. Не затащит, там Лина. Там омега огромная Лина. Надо идти в уровень дальше. О! Как? Да не роль. Хотя роль. Тебе везет настолько сильно, что ты можешь, в принципе, ролить на 6 уровне. Давай сейчас вот этого шамана, ты скажи, в 2 звезды. На изичах. Панду, вот ты клевер забыл, кстати, перекинуть. Даже я за него забыл. Ему нужен уровень сейчас. Тупо идти в уровень. Ему настолько хорошо фартит, что я бы на его месте тупо шел в уровень. Почему бы и нет? И я бы ранил на самом деле вот этот предмет, который он взял. Вот этот вот 2-го тира, который на возврат урона. Кстати, неплохие шмотки сейчас упали тоже на медузу. Почему бы я рельнул? Потому что она сразу активируется. Тайт появился. С тролля шамана появился тайт. Но пока что по фигурам у него нормас везет. Давай, активируй. Хорош. Ты не активировала? Почему? Не веришь? Забыл, походу. Да зачем сейчас активировать? Не надо так активировать. Запомните, ребят, мы активируем реликвию только тогда, когда вы побеждаете раунд. Тогда вы получите опыт. Сейчас он активировал ее просто так. 2 орка-жреца. Интересно. Интересненько. Не, будет круто, если он сейчас найдет от этого вот шамана фиолетового в 2 звезды. Со старта это будет нереальный буст. Очень нереальный буст. Окей. Орк-жрец пусть будет. Правда, мы пока что никак реализовать его не можем, но это такое. Сейчас он, если чувак придет вот этот на топ-1 с 5 винстриком, он получит 10 опыта за него. Чисто похавает. Так вот, вот этот предмет 2-го тира я бы все-таки скипнул, потому что любой дамаг, который прилетит, то он сразу начнет перевоплощаться. Даже может арканцы не заюзаться. Вот из-за чего бы я скипнул этот предмет. Ну, в принципе, можно и так сделать. Окей. В принципе, можно и так. Так, Грифон. Через цветочек. Окей. Тракса появилась, кстати, 3-звездочная. Не очень, конечно, хорошая фигура. Но он его победил, и это хорошо. Знаете, в чем минус игры на 6 шаманах? 20 секунд живут. Полный рандом, потому что ты не можешь контролировать процесс перевоплощения. Вообще не можешь. Никак, ни в какую. Что бы ты ни делал, тебе могут максимально такие Г-фигуры появиться, что ты будешь в максимальном шоке сидеть. Вот в максимальном. Именно поэтому на шаманах нужно играть только тогда, когда у тебя, допустим, нету инсектоидов каких-то огромных. Не, ну против инсектоидов еще можно, но для этого нужно 6 шаманов, потому что 6 шаманов могут спокойно перепилить всех этих инсектоидов. Но вот конкретно играть через волшебников — это риск. Это риск, который, ну, может тебе не позволить зайти даже в топ-3. Он не всегда оправдан, этот риск. Поэтому, когда ты играешь на шаманах, нужно вот понимать, когда их надо юзнуть, а вот когда не надо. Палка. Ищет цепочку 1-го тира. Ищет цепочку 1-го тира. Орк-жрец пока что сюда никак не вписывается. Ему бы, знаете, сейчас в идеале получить бы шлем Ареса. Взять 8-й, активировать шлем Ареса после косы скола. Даже 9-й можно взять. Активировать шлем Ареса и просто поискать легендарную фигуру себе. В идеале ему нужна импресска. Просто поставит импрессу, поставит еще одну цветку и все. И жизнь удалась. И жизнь малина. Так, Гриттер 3-звездочный, отлично. Но по фигурам он сейчас более-менее падает. На самом деле я бы шаманов бафнул. Бафнул бы, потому что, смотрите, они живут 20 секунд, а в текущем мете это слезы. Что такое 20 секунд против тех же инсектоидов? Шлем Ареса, кстати, классная тема. И метаморфоза, кстати, тоже классная тема. У него по ХП
Нормально, 61 хп у него. Поэтому мету он не брал. Но зачем ты доберешь уровень? Ой, зачем? Ну ладно, окей. В принципе, если ему сейчас повезет на фиолетового шамана, это будет must have. Это будет очень круто. Если только повезет ему на шамана. Нужен фиолетовый шаман. Но так как ему на 5 уровне пришло целых 2 таких шамана, я думаю, в скором времени он будет 2 звезды. Там, кстати, 9 магов есть. Против 9 магов шаманы идеально работают, потому что если там маг без инкастового прокаста, так, ну неплохо распределил предметы пока что. Потому что если там маг, допустим, без инкастового прокаста, то шаманы просто перевоплотятся, весь дебаф магов скинут и все. Ребята, кстати, когда записываете с телефона, кликните режим «Не беспокоить». Угу. Сейчас антимаг 2 звезды у него появился. Хорош. С мантией. Вот Котл, конечно... Не, ну Котл, кстати, с цепочкой появился. Это плюс. На самом деле, если бы ему антимаг не попался, то, скорее всего, он бы даже не затащил этот раунд. Будет дальше ролиться, да? Не берет уровень. Ну вот я просто не понимаю такой вот логики. Бонлайн. Напиши в комментариях, почему ты в один момент ролишься, в один момент берешь уровень. Сложно определиться или как? Ну, просто я... Не знаю, я просто вижу со своей стороны и понимаю то, что когда ты играешь, допустим, через таких вот шаманов, тебе надо уровень. Очень много уровня. И если ты уже берешь уровень, то ты берешь уровень до конца. Я понимаю, что есть надежда на то, что тебе сейчас фиолетовый шаман придет 2 звезды, и ты будешь кайфовать от жизни. Но все же. Не всегда это надо делать. Так, 6 гоблинов. Вот, кстати, сейчас посмотрим. Если ему хорошие фигуры упадут, то он затащит этого гоблина. Если упадет хрень, то он его не затащит. Ну, тут, в принципе, есть кабанчик, Лина, Мартретка. Ну, нормально, затащил. Отлично. Так, я жду, когда подойдет вот этот вот Дезетер. Короче, вот этот чувак с винстриком сейчас подойдет. И мы с ним пообщаемся. Если он его выиграет, у него столько опыта заберет. Там будет финиталя комедия молодому. Ну что, надо еще одного шаманчика ставить тогда. Да, хорош. Ему нужны цепочки. Ему нужны цепочки для инкастового перевоплощения. Сейчас я приколюсь, если ему придет 2 легендарных шамана, вот просто за несколько роллов. Только приходит ему 2 ранних шамана, все, это конечно, скорее всего, для его противников. А если они еще и в 2 звезды придут рано, то забудьте. Забудьте, эта игра изичная будет. С закрытыми глазами может играть. Так, заберет винстрик? 6 рыцарей тут. Давай, забери винстрик. Ну повези с фигурами. Ну блин, какой убийца Горн? Ты чё? Вот то, о чем я говорил. То, о чем я говорил. До этого ему фартило на фигуры, а тут... Вот и весь минус шаманов. Очень обидно. Очень обидно. Но я бы на его месте 9 все-таки пытался взять. На 9 уровне бы я активировал бы шлем Ареса и кайфовал бы от жизни. Да не надо... Ну ладно. Окей. Антимага можно поставить чисто так. На поддержку трусов. Чтобы не слетали. И он мог наносить урона нормально. Берет, окей. У него просто еще была коса. Он мог с этой косой еще поиграть как бы. Мог бы еще немножко себе уровня получить. Потому что по сути он только вот этого типочка, который... Так, кстати, это Дон Вита сейчас вылетит походу. Да, вылетит походу. Ну вот видите, фигуры не совсем хорошие ему попадаются. Так, -1. Шлем Ареса оправданный получается. Ему нужна цвета. Сейчас цвету нет смысла ставить. Ему нужна цветка за 3 монетки, и ему нужен орк-шаман. Только придет орк-шаман, все, это будет кошмар. Цепочка Ну, у тебя ж есть срок войны, зачем тебе еще один? Надо было цепочку брать для инкастового перевоплощения.
Ну, кстати, Рукжец у него сколько времени стоит. Я надеюсь, конечно, он его сможет реализовать, потому что если он будет у него стоять до конца игры и никак не реализуется, то это ГГ. Это ГГ-ГГ. По-другому это не назвать. Там, кстати, на 30-м раунде, если ему рейд ночных зверей упадет, это будет вообще шикардос. Кстати, Гримтач пришел. Отлично. А зачем у тебя Леон стоит, если ты Гримтач сейчас скипнул? Не понял. Ну, кстати, обезоружь прикольная тема. Ну, либо так. Что обезоружь, что это прикольная тема. Можно закинуть вот этого вот шамана и кинуть его наперед. Я бы, наверное, даже немножко предметов пораспределял бы. Просто Леон сейчас стоит, он максимально бесполезный. Типа, и Урок-жрец тоже стоит сейчас максимально бесполезный. Ладно, смотрим дальше. Надеюсь, ему, конечно, за шлем Ареса придет сейчас еще Орк-шаман. О, там тупейший инсектоид есть. Теперь сейчас все зависит от того, как ему будет приходить фигура. Если ему хорошо придут все фигуры, то будет 10 из 10. Потому что если ему будет очень плохо приходить фигуры, его инсектоид может снести за 2 раунда. А у него 46 хп. Тупо не может пробить резака Алина. Да, это жестко. Да, это жестко. Там чуваку винстрик аж сбили. Все, из расширенного пула сразу убираем. Да зачем тебе Леон? Я не понимаю. О, продал по итогу. Надо из расширенного пула ее убрать. Угу. Да, в принципе, антимага может уже скипнуть. Так, цепочка, отлично. Угу. Сразу будет инкастово активироваться. О, там тоже чил на шаманах. У него МПС-ка пришла. Бэтрайдер видели, с какими предметами Бэтрайдер появился? Жестко. Тащит молодой. Давай, развали. Хорош. Ах, ничья. Сейчас ранее трезудочный шаман будет. Все. Молитесь. Молитесь, сынки. Ща будет контент. Сейчас он будет им разрывать 5-ю точку. Ему тупо нужен уровень сейчас, чтобы выставить еще и горн сверху. Пуловый горн поставит. И цепочку. Арканцы надо передать ей. Не, да арканцы передай, у тебя сейчас будет 2 пары арканцов сначала юзаться. 2 пары арканцов это сильно. Еще и можешь предметы на скорость атаки передать. Вот на минус броню и скорость атаки можешь передать. Не-не-не-не-не-не, этот предмет мы не отдаем в орка шамана. Надо, чтобы он активировал свою способность. Не, ну типа можно, но не стоит. Так, Кусик появился. Так, 9 магов. До свидания. Рад был познакомиться с 9 магами. Паучиха с аганимом. Я шибу, как ему идут шаманы. Обалдеть. Обалдеть. 2 орка шамана ему пришло. Сейчас бы ему яичко, и все было бы замечательно. Импресску мало кто реализует как надо. Не-не-не, тебя не будет тогда шаманов. Волшебники должны быть. Мало кто реализует импресску. Мало кто понимает то, что ее можно закерить. Отдать и предметы на скорость атаки и тому подобное.
Зимние объятия, ну, типа, когда у тебя орк-шаман в одну звезду еще можно какой-то активный предмет закинуть. Но в остальном не надо, чтобы орк-шаман, если что, тратил свой потенциал. Арканцы не закидывают. Почему, не знаю. Сейчас он как бы закинул на скорость атаки, но он мог бы еще и арканцы закинуть. Почему он этого не сделал? Не понимаю. Зевс хороший пришел. С нужными предметами. Отлично. Отлично. Яйцо! Бог ты мой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Все. Ну как все? Еще не все, но все же все. Так куда ты даешь ему предметы такие? Отдай в шамана. У тебя импресска 5 монет стоит. Зачем ты... Ну, сразу видно, что на шаманах не играешь. Сразу видно. Арканцы отдал. Арканцы не надо отдавать кому-либо другому, если у тебя есть импресска. И желательно предметы, которые активируются в такого от орка-шамана 2 звезды, вообще не отдавать. Не надо так делать. Орк-шаман должен закастить свой сайленс. А он может спокойно его закатить, если у тебя есть импресска. Хорош. Хорош. Ну, я бы, конечно, наверное, горн лучше поставил. 4 горна было бы поприятнее. Все-таки это станчик, это контроль, это агр. Хотя, какая разница? Не реализуешь потенциал. Вообще не реализуешь. У тебя сейчас самая дорогая фигура на столе. Это у тебя орк-шаман и орк, соответственно, еще один шаман, который за 2 монетки. Плохо реализуешь потенциал. Вообще не реализуешь потенциал. Надеюсь, после этого ролика ты поймешь свои ошибки и в следующий раз сыграешь на шаманах намного красивее. Орк-шаман сейчас просто будет сразу перевоплощаться, и это будет поплава. Арканцы отдаются в эмпресску, ставится еще одна цвет, и у тебя 3 пары арканцов активируются. Это, соответственно, много контроля и все такое. Плюс орк-шаман закасит сайленс, это очень жестко. Ну, короче, очень плохо реализуешь. Так, это инсектоид. Но я надеюсь, он сейчас инсектоида порвет. Вот импресс, которая звездочная появилась. Замечательно, прекрасно. И там Манки Кинг просто с вечной палкой. Здрасте. Сейчас будет все зависеть от того, какие ему будут фигуры приходить. Будет адекватная фигура приходить, будет все хорошо. Будет хрень приходить, то это будет ГГ. Сейчас тупо все зависит от этого. Я буду свято верить в него, потому что он вынесет их. Сумку пандамен. Ага, хорош. Угу, 9 есть. Поставил фулл горн, отлично. А, не фулл горн, 1 горн агр. Плохо реализуется импресска. Очень плохо. Я буду вечно об этом говорить, но очень плохо реализуется импресска. Ужасно, я бы даже так сказал. Цветка. Цветка, ну ты чего? Ладно. Так, импресска еще одна есть, отлично. Ему теперь надо яйцо, либо же еще одна импресска, все будет замечательно. На его месте я бы даже вместо вот этого орка-жреца поставил бы еще одну импресску. Кстати, скоро 3-звездочный шаман еще один будет, если повезет немного. Но, откровенно, очень плохо реализуются шаманы. Очень плохо. Повезло сейчас, у него антимаг упал. И орк-шаман 3-звездочный. Очень повезло. Ну давай, яйцо, ну. Есть! И улучшение яйцо. Продавай орка-жреца. Все, яйцо и импресску апай. Вот цвету надо было 3-звездочную... цвету за 3 монетки надо было оставить.
Арканцы закинуть и все, там 3 пары арканцов, у тебя сразу все шаманы начнут кастить как надо. Но благо он хотя бы предметы не ролит во второй тир, в третий тир. Вот это вот хорошо, то, что он их не ролит. Если бы он ролил предметы в третий тир, либо же во второй, либо же вообще легендарный находил, это было бы максимальная поплава. Да, давай, арканцы отдаешь в импреску. Надо, чтоб у тебя кастил. Хорошо. На самом деле, ну, слабая игра. Без обид, как бы, но очень слабая игра на шаманах. Не понимаешь, как работают шаманы. Это очень плохо. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Можно делать иногда так, чтобы шаманы твои успели закастить свои способности. Когда у тебя есть импреска, ты ставишь ее одному цвету, закидываешь туда арканцы, и у тебя от иллюзии цвета появляется 3 пары арканцов. 3 пары арканцов дают тебе что? Что у тебя твои шаманы прокастят твою способность. У тебя есть орк-шаман лавы, который может огромный радиус сайленса накинуть, это первое. Второе, у тебя есть орк-шаман, который пятерочка, он тоже может накинуть огромную область сайленса. И третье, у тебя есть импреска, которую можно закерить, и она будет тебя керить, ну, нечего делать. Тут, кстати, ну, не имбовый Манки Кинг, который, ну вот, вообще не имбовый ни разу, да? Ну, конечно, тут его... Тут его Свенчик навернул, но все же. Но все же. Один вылетел, остался только вот инсектоид. Фартанет еще раз ему по фигурам, он его снесет. Ну, обидно, что вот такие вот шаманчики, ну, так плохо реализуется потенциал. Ну ладно, для этого рубрика и существует. Для того, чтобы прокомментировать игру, сказать свои выводы и тому подобное. И поговорить об ошибках. Ну вот то, что там тварь вот это вот на Манки Кинге имбовая, это прям меня бесит. Ну типа, ладно, я уже 1000 раз говорил, кто такие инсектоиды, с чем их хавают, и кто такие люди, кто играет на инсектоидах. У них цитюрка 1 сантиметр, кто играет на инсектоидах. О, хорош, антимаг, да. И тайт, и антимаг, и хитрец. Все. Все. Бай-бай. Инсектоид вылетел. Лайк поставлен. За униженного инсектоида 100% ставится лайк. Грац с королем 3. Грац. У него там у этого Манки Кинга еще и шмотки были хорошие. Ну, показывать он не будет, я так понял. Ну ладно. Что хочу сказать следующее. За шаманчиков лайк. За хорошую каточку лайк. За вынесенного инсектоида лайк. За игру на шаманах в целом ставлю 50 на 50, потому что не раскрыл потенциал шаманов до конца. Не понимаешь немного, как они работают, но это позволило все равно тебе выиграть. Но ты мог еще раньше это все сделать, еще раньше его вынести. Но, как я говорил уже несколько тысяч раз, игра на шаманах — это полный рандом. Твой скилл, он как бы влияет вот на понимание, как твои шаманы будут работать, как ты их можешь реализовать, раскрыть и тому подобное. То есть, как я вот сказал, в импреску закидываешь пару арканцов, ставишь цветку за 3 монетки, которые у тебя появляются 3 импрески, которые 3 пары арканцов юзают. Плюс ты можешь закинуть туда керри предметы, то есть рок войны обязательно, потому что твой суммон с импрески будет с увеличенной скоростью атаки бить. А соответственно, если в ней есть еще и керри предметы, она будет наваливать, будь здоров. Это такой первый момент. Второй момент. Орк-шаман, который пятерочка. Ну, сайленс, это всегда приятно. Плюс есть шаман лавы в 3 звезды, и у тебя есть еще и вот этот хекс таргетный. Можно было бы поставить Леона, да, там на 2 цели хотя бы, ну, на 3 цели, но все равно хекс это тоже приятно. Особенно если хекс полетит в керри персонажа. Керри персонаж на сколько? На 7 секунд, по-моему, вырубается второго... Не, подожди. На 8 секунд вырубается персонаж, если летит таргетный хекс, кого надо. Это много. Это очень много. 8 секунд его в игре не будет. Твои шаманы перевоплотятся и начнут всех туда-сюда разрывать по полной программе. Ну, короче, лайк за игру в целом. Было неплохо. Надеюсь, после этого ролика ты поймешь свои ошибки. И следующий ролик, который ты мне скинешь, будет с проработкой этих всех ошибок. И там будут идеальные шаманы. Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях, а также не забудьте поставить свой лайк и подписаться на канал, потому что цель у меня 5000 подписчиков, а там и до миллиона недалеко. Также не забываем, есть у меня телеграм-канал, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!